Может ли слизанная игра с слизанной игры оказаться лучше того, с чего все начиналось? Очевидно, нет. Но не думай, что все настолько плохо, так как игра, как оказалось, представляет из себя неплохой касс с элементами Геншина и вполне даже играбельный. И хоть мне, как в прошлом хейтеру Гачи, было сложно в нее влиться, ибо я еще трезво мыслю, то вот тебе без негатива, скорее всего, она зайдет с шансом 50 на 50, так как в игре очень много моментов, которые надо стерпеть. Но в то же время есть много вещей, которые делают Вуву лучше других гач. А вот в чем, расскажу в ролике. Плюс поясню, стоит ли в нее сейчас играть, о минусах с плюсами и, конечно же, о моем прогрессе в игре и опыте новичка в Wuthering Waves. Но прежде чем начнем, напоминаю, у меня есть Telegram, Boosty и Discord. Приятного просмотра. Подпишись и поставь лайк, пожалуйста. Пролог Вувы, как и в любой гаче, начинается с красивой катсцены, после чего мы выбираем пол ГГ, опять же, женщину, и появляется загадочная тетя, которая дает нам силу поглощать эхо местных монстров-мутантов. А потом швыряет нас на планету с пафосным названием Солярис 3 с комплектацией постапокалипсис. Там нас подбирают две тянки, сюжет закручивается, но как раз таки сейчас мы можем глянуть последствия этой катастрофы плача в деле. Звучит просто как бред, и оно так и есть, но, к сожалению, это канон. Сейчас, конечно, не хватает деталей, чтобы вы вот это все поняли, чтобы там пазл сложился, но скоро вы все поймете. Это такая фигня, из-за которой все живое и неживое превратилось в частоты или искаженные формы жизни. А пока проходим обучение и вместе с двумя тянками сражаемся с каким-то жестким эхом. После чего как-то случайно поглощаем его, и оказывается, что мы избраны. Вот это поворот. Затем попадаем в местный Манштадт, где нас, оказывается, уже ждали. Немного болтовни, мы всем очень нужны, и вот пролог закончен. И наконец-таки открылся касс. Плюс нам дают немного здешней валюты и первую легу, которая, похоже, гарантированно выпадает всем. А вот что не выпадает всем, так это ивент леги, который здесь можно очень легко выбить. Благодаря донатов нет. Лучшие цены на луниты уже ждут тебя здесь. Участвуй в ежедневных раздачах, получай декоины и сразу пополняй нужные тебе игры. А с системой заданий, делая которые ты получаешь скидочные купоны, донатить можно еще выгодней. Плюс тебя сразу встретят понятные инструкции по пополнению, отзывчивая поддержка и быстрое выполнение заказов, а также куча конкурсов в ТГ-канале. Если же хочешь донатить еще выгодней, да и помочь мне, то можешь при регистрации использовать мой купон на скидку для первой покупки. Заранее тебе большое спасибо. Собери свою пачку мечты и побеждай во всех сражениях, ведь с донатов нет, донат есть, ссылка в описании. А я тем временем из того, что мне навыпадало, собрал вот такую пачку и уже заметил заметное отличие Вувы от Геншина. Поэтому сразу начну с первого, что я заметил, и это ощущение игры. Если Геншин весь такой плавный и медленный, то в Вуве все совсем наоборот. Бег, рывки, прыжки, повороты, тут все в целом как-то резче, что лично для меня большой плюс. Потому что спустя долгое время в Геншине все эти медленные анимации лично меня прям задолбали. А здесь такой проблемы нет. Да и передвижение по миру тут куда круче, ибо сделано для людей. Мало того, что тут изначально есть гаджеты вроде крюка и крыльев, так еще и бесплатно, без выбивания каких-то персов, можно бежать по вертикали, открыто летать и даже цепляться крюком в воздухе. В то время как в Геншине для этого нужна Шелонен, Кинич и Мавуика. 3 разных легендарки. Либо супер медленно, еле-еле передвигайся по миру и пытайся зачищать эти обосранные горы. Как же я рад, что у меня есть Мавуика. А также в целом, при том, что сеттинг Вувы мне не особо и нравится, потому что он все-таки более такой тусклый, исследовать мир здесь куда приятнее и интереснее, чем, блять, вот это. А пейзажи местами, ну, просто, что это, кто это писал и рисовал нафиг. Хотя в первом регионе все очень скудно, это просто кусок Манштата, где открутили насыщенность. Все. За исключением вот таких атмосферных мест. Брошенные машины, здания, эхо, которых ты видишь и задумываешься, откуда они, как они вот к этому пришли. У меня это вызывает куда больше эмоций, чем если я просто смотрю на перенасыщенную картинку в Геншине или фармлю очередных мультяшных мобов. Ну это же бред. Кстати, раз мы уже немножко про сеттинг, там атмосферу, все такое, отдельный респект разрабам Вувы за Ambient, который сделан не хуже, чем в Геншине. Зацените.
И за то, что грамотно украли интерфейс из ХСР, он здесь действительно выглядит как родной. Да и если сравнивать стиль графики, то в Вове он задуман интереснее. Реализм мира плюс аниме женщины и мужики. То есть взяли все самое лучшее из двух стилей, что делает Вову прям очень кайфовой. Правда, тут есть одна маленькая техпроблемка. Если игру изначально не настроить, то она будет похожа на серый кусок унылого говна. Но фиксится, к счастью, это легко. Покажу я это в конце, чтобы вас тут лишний раз не задерживать, и сразу перейду к персам и прокачке, которая здесь реализована прям вот по классике. Вот это Геншин, ХСР, Zenless, ну вы понимаете, чем я. Фармишь материалы, цветочки собираешь, там боссов валишь, вот это база. Но вот артефакты, или как здесь их называют, эхо, прям вот эксклюзив для гачи, ибо механика действительно не кал, офигеть. Фармишь мобиков в мире, есть шанс, что они тебе выпадут там разных редкостей и стат, либо фармишь их же, но в данжах, что куда скучнее. Кстати, чем больше ты собираешь этих новых эхо, тем сильнее прокачивается эхо-бан, который, к слову, увеличивает количество стамины и дает больше шанс на выбитие имбового эхо, которых ты можешь во время боя прожимать, они там вкинут какую-то обилку или ударят, или что-то сделают. И, честно, практическая польза там, я уверен, есть какая-то, но для меня это просто внешне круто выглядит, и я их по приколу прожимаю. А если вы умная дядька или умный тетка, поясните в комментах, буду рад почитать. А насчет слива смолы, тут абсолютно такая же ситуация, как и в Геншине, но немножечко лучше. Сливается быстро, копится не так много, но зато хоть чуть-чуть копится, что уже делает Ву значительно более нормальной игрой, чем другие гачи. Хотя гачи нормальными играми называть, ну... В общем, вы поняли, к чему я веду. Давайте я расскажу про бездны, башни и все такое. Бездна здесь называется кораблями. Единственное, чем она отличается от геншиновской бездны, это то, что тут есть вот такие статуэтки с бафами, которые, по сути, являются теми же бафами из Геншина, но чуть-чуть в другом формате. А вот башенка, это, по сути, там тоже бездна, но персов ты можешь использовать только какое-то количество раз, пока не потратишь их касту. Там по несколько левелов на каждой этой стороне. Плюс есть виртуалка из ХСР и куча прикольных ивентов. Хотя вот это прям, ну, кал. А что 100% не кал, так это персы, потому что они здесь все очень серьезные на редкость, не считая там пару лолик и кошка-чела. Но зато по фан-сервису они идут не в цензуру, как в Геншине, а наоборот. Чем новее перс, тем больше в нем глубокого лора, сюжета, характера. Так что разрабам респект. Очень хорошо прописывают персов. Плюс здесь нормальные мужики, а не фэмбой. Респект. Хотя мне фэмбои как-то... Оценочка 8 из 10. Чисто из-за перебора. Мне вот это вообще фул не нравится, я не понимаю прикола. Но, учитывая, что игра в постапокалипсисе, тут все выглядит более-менее нормально. Выпускают под сеттинг, комьюнити не жалуются, значит все с кайфом. А теперь затрону зачистку мира, здешние загадки и так далее. Так как со всеми этими удобствами, которые я перечислял до этого, заруинить эксплоринг довольно, ну, сложно. А они лично для меня смогли, потому что из 10 сундуков где-то 7-8 это головоломки. И в основном какие-то непростые там бабочек доведи кейфе из Геншина, а прям реши, как поставить уточек, чтобы они правильно смотрели в направлениях, и тогда ты получишь сундук. Но гемов тут относительно загадок по сложности дают нормально. Тут нет такого, что ты полчаса проходишь там какой-то паркур, и тебе дают 2 гема. Тут тебе дают там 20, 40 мне даже, по-моему, давали, но тут все с этим прям хорошо. Мне нравится то, что тут относительно сложности дают нормальный гем. Зато напихали головоломок и зашибись. При том, что карта-то она нифига не маленькая, она по размеру как Тайван. И хоть здесь 3 больших региона, лично мне больше заходит тема с Геншином. Все-таки разнообразие регионов это прикольнее, чем 3 больших. Ну, именно прям огромных. Но если я не прав, вы можете зайти в мой телеграм со спойлерами и моей жизнью, зайти в чатик и написать мне, что я не прав, и я вам отвечу. И скажу заранее, мой любимый-самый новый регион в игре это Реноцита. Я ловлю в нем прям жесткий вайб какой-то ностальгии, прям такой вайбик космического космоса, это прям кайф. Но вот загадки, блин, они все портят. Лично я не кайфую вообще, проходя вот какой-то пазл, уточек или проводки. Хотя ладно, эти еще более-менее приятные. Но если смотреть именно объективно, то загадки тут сделаны лучше, чем в Геншине. Хоть и некоторые слизаны с него один в один. Например, вот эти бабочки опять же. А если еще учитывать, что тут можно чекать, сколько чего ты залутал, то это становится почти адекватным исследованием мира. Хотя и близко не стоит с серьезными проектами. Ну, в общем, для гачи 10, но лично от меня 6. Я не хочу думать нафиг над какой-то головоломкой полчаса. Я хочу бегать спокойно от сундука к сундуку
и делать быстренькие загадки и кайфовать. А еще лично мне не нравится здешняя подача сюжета. Мало того, что русской локализации никогда не будет, так как к нам хорошо относятся, так еще и с русификатором вылетает, и скорее всего разрабы как-то это сами там настроили. Я не думаю, что разраб русификатора такой сидел, блин, надо, чтобы у чела вылетало. Я пытался это фиксить долго, но не суть. Просто в сюжете вкидывается рандомная, огромная куча терминов, необъясняемая. И лично для меня, как игрока Геншина, который привык скипать диалоги и понимать все не читая, было шоком, когда я пробегал сюжет и не понимал, что происходит. А я в английском не совсем сапог, я там чуть-чуть что-то понимаю. Но, видите ли, есть тут замудренные космические слова, скуй, фуй всякие там, поэтому все. Просто я не знаю, что с этим делать. Это минус. Прям определенный минус. Но зато тут ГГ участвует в сюжете, а не просто молча стоит, когда за него говорит летающая пискля. И еще здешняя Пайман, которая, ну вот эта, она вообще не пискля и куда более не мешает скипать диалоги, что для меня прям большой плюс. Ну и раз я уже за все пояснил, кроме самого главного, а точнее гач, круточек, каза и всего такого, предлагаю перейти к нему. Скажу сразу, вы сейчас будете очень рады, ибо персы здесь выбиваются не с 90-й крутки, как во всех хуягачах, а с 80-й. А также Сигна выбивается без 50 на 50, просто по гаранту. На, это же имбово? Да, но шанс 50 на 50 проиграть все еще остается. И как будто при всей такой щедрости цифровой игры, она как будто дает меньше, чем другие гачи. Например, я вот очень хотел вот эту тянку, она мне понравилась. Я фармил на нее, много парился, прям эти крутки все просто высасывал где мог, и в итоге... Opening greeting. Spirits be gone. Что за... О, кто мне выпал, бро? Да, неприятно. А ведь, возможно, я бы собрал имбовую пачку и смог влиться в игру. Но, видимо, не судьба. Да и меня самого игра разочаровала. Поэтому хочу уже сейчас сразу перейти к финальному выводу и настройке графики. Чтобы сделать картинку вау, а не вот это, вы заходите по вот этому пункту в настройках и выкручиваете насыщенность на максимум. И немножко поднимаете контраст. На ПК же можно GeForce Experience юзать и просто вот мои фильтры выставить с такими настройками. Готово. А сам вывод такой. Игра стоит твоего внимания и представляет из себя довольно не колхозный проект. Но лично для меня Вова это теперь тусклая версия Геншин. Хотя, если вот тебе нравится, то играй и кайфуй, меня не слушай.